Хочу обратиться к россиянам, которые нас смотрят. Интервью ваших солдат не покажут по федеральным каналам. Комментируйте, ставьте лайки и распространяйте эти видео среди ваших знакомых и близких, особенно в российских пабликах, чтобы больше людей там, в России, знали правду об этой войне. Как полное имя? Максим. Полное. Максим. Полное имя. Коновалов Максим Александрович. А год рождения? 7 апреля 1985. Откуда сам родом? Родом родился в городе Ленинграде. Угу. Жил в Волгограде 25 лет. Угу. С 2009 по 2021 жил в Москве. Угу. В данный момент призвался с Ярославля. Пришел. Ты контрактник, да? Так. Доброволец, я так понял, да? Да. А когда подписал контракт? 27 сентября 2022 года. А в плен когда попал? 12 октября. На какое направление? Харьковская, вроде как я понял. А населенный пункт? Поле. Где-то в поле, да? А должность какая была? Что? Должность? Стрелок. Пехота? Да. Сока? Да. А почему пошел воевать? Сложный вопрос. Сам даже не знаю, почему. А сколько обещали платить? До 180 тысяч. А до этого чем занимался? В Москве работал инженером по эксплуатации объекта, там обслуживал электропроводку, сантехнику, все коммуникации здания. У вас высшее образование, да? Да. Какой институт заканчивали? Политехнический. Где? Москва. В Москве, да? Да. А сколько зарплата была инженера? 50 тысяч. Суточный график, сутки трое. Угу. А жена где живет? Жена в Ярославле. В Ярославле, да? Да. С ребенком? Ребенка нет. Извините, ребенка нет, да? То есть вы как бы работали в Москве, а жена в Ярославле? Нет, мы работали вместе с женой в Москве и уехали в этом году, в апреле, в Ярославль жить. А почему? Так обстоятельства сложились в Москве. Дорого? Да, дороговато. Тяжело. Финансовые трудности, да? И тяжело. А жена чем занималась? В медицинской системе работал, не врач, а там согласовывал медицинские услуги со страховыми компаниями. Что-то такое. А какая зарплата? 60 тысяч она получала. То есть на пару вы получали где-то 110, да? Да. А сколько стоит аренда квартиры в Москве? Вот вам стоило? 40 тысяч. 40 тысяч, да? Это где-то на окраине? Да. То есть это в самой Москве или где-то за Москвой какой-то... Ближнее Подмосковье. Ближнее Подмосковье, да? И всегда ездить нужно было? Да. Да, машина есть какая-то? Была, сейчас нет. Какая была? Kia Ceed была. Kia Ceed. Хорошо, переехали в Ярославль через финансовые трудности, там легче жить, да? Там и теща уже, уже мать жены в возрасте, тоже надо присматривать за ней надо. Я понял. А вы чем занимались в Ярославле с апреля? В Ярославле занимался отделкой квартир. То есть разнорабочий, да? Нет, почему не разнорабочий? Как-то, понимаете, хорошо, отделкой квартир, как бы с инженера вы пошли как бы отделывать квартиры, да? Да. И сколько зарабатывали? 40 где-то тысяч. 40 тысяч, да? А жена чем занималась? Жена домохозяйка, у нее отец инвалид, забрали из детдома, с дома-интернат. Он колясочник, и надо было за ним присматривать. То есть фактически вы жили только на одну зарплату вашу, да? Пенсия, тестя там. Квартиру снимали или своя? Тоже не снимаем. Сколько стоило? 16 тысяч. Я понял. Хорошо. Объясните, почему вы пошли. Деньги? В какой-то степени деньги. Все же что-то делают, зарабатывают как-то каким-то. 180 штук – это большие деньги для для России? Не маленькие. Не маленькие. То есть вы как инженер зарабатывали 50 тысяч и так далее. А еще какие мотивы были? Таких каких-то против Украины, против народа, убивать кого-то, такого не было. Я, честно, даже не следил, за этой войной, что происходит, отступаем, нападаем, я даже не в курсе был, честно. Если бы, как мне сказали, что в это время, когда я пришел,
мы здесь уже получали, то я бы даже и ноги сюда не сделал бы. Ну, понимаете, вот вы как бы, ну, мне редко попадаются люди, у которых высшее образование, плюс к тому вы как бы инженер, мне тяжело поверить, что до сентября месяца вы не понимали, что происходит в Украине. Ну, я... Но вы же не живете в каком-то информационном вакууме. Я даже не знал. Я узнал через месяц, что началась война. Хорошо, это март. Да. Да, это март, до сентября все-таки было время. Как вы же должны были как-то искать, где подписать контракт, вы должны были искать людей и так далее. Ну, стоит военкомат рядом, ну, там, Мгм. 10 минут ходьбы от моего дома, и стоит военкомат. Мгм. Как бы искать, кого искать. В принципе, я понимал немного, да, что там можно заключить контракт, но я не про то, что я не следил за всем происходящим здесь. Я не смотрел новости. Вот, А для вас это СВО или война? что еще раз? Для вас это СВО или война? Специальная военная операция или война? Ну, для меня это война. Это война. Как там ее Хорошо. специально, не специально. За что вы пошли воевать? Вот лично вы. Понимаете, если идет война, то две стороны за что-то воюют. Вот вы лично за что пошли воевать? Я просто спрашиваю, как человека с Ну, высшим я образованием. у вас. понимаю, да, про что вы. Я пошел за деньги воевать. За деньги. Да. Вот если мы говорим о какой-то стороне морально-этической, да? Мы сейчас там откидываем, что куча горя и так далее. Это правильно, вот на ваше мнение? Но я считаю, нет. Вот понимаете, вы как бы свои проблемы хотели решить за счет другой страны, войны в другой стране. Я, честно говорю, я не думал об этом. У меня мысль как-то в то время, ну, там, семейные обстоятельства еще такие усложнились. Ну, то есть вы поругались с женой или как? Ну, да. Скандал. Ну, в последнее время такая жизнь у нас была не очень. А из-за чего? То есть финансовые проблемы или что было? Финансовая, там, она с Москвы не хотела уезжать. Ну, вот на фоне всего вот этого. Вы понимаете, что вот вся жизнь, как бы, вот, она как бы, ну, до некоторой степени она борьба Борьба, да. за какие-то вещи, да? У кого-то за идеалы, у кого-то за зарплату, у кого-то еще. Как бы решать ее за счет идти на войну, ну, на войне же убивают. Как бы вы готовы были убивать. Ну, может быть, почему убивать? Можно и умереть. Можно умереть. Это вообще Может типа быть, удача, что мы сейчас беседуем, правда? Может быть, я хотел умереть, правильно? Вы хотели умереть? Ну, в какой-то, может быть, степени не то, что мысли были, а, ну, будь что будет. Ну, то есть у вас была депрессия? Ну, да. Но вы понимаете, что как бы... Нет, я понимаю, что решать депрессию, свои депрессии, там, вопросы и с помощью, вот, ну, как вы говорите, там, другой стороны, это неправильно. Ну, на тот момент я просто... это было неосознанно. Вот, я так скажу. Максим, вы видели, сколько россиян умерло в Украине? Слышал, Около 100 тысяч. да. За что они все умерли? Вот на ваше мнение. Ни за что. Ну, если, как сказать, ни за что. Ну, не за свою страну, правильно, они умерли. Никого не защищая. Ну, я считаю, что ни за что. Просто так. Ну, А вы на выборы ходите? я был на выборах один раз, Когда? когда мне было 18 лет. За кого вы голосовали? По-моему, за Путина. За Путина. Я честно не помню. Вы смотрите, За вы Путина. 85-го года, да? Да. Мы почти одногодки. Мгм. Да, я там от вас старше на 4 года. Где-то были, кроме России? Куда-то ездили? Нет. Почему? Не знаю. Финансы не позволяют? Да никогда не думал об этом. Ну, то есть вы понимаете, что путешествия, они как бы много чего людям открывают.
Ты можешь увидеть другие страны, посмотреть, как там живут. Ну, в Москве как-то все время в работе, ну, ездили на море, в Краснодарский край. Это Сочи, да? Ну, Геленджик, Геленджик. ну, Россия. Хорошо. Краснодарский край большой. Смотрите, вот я сейчас такие как бы личные вопросы буду спрашивать. Вы себя считаете успешным как бы мужчиной, человеком в жизни? Ну, да. Почему? Почему? Ну, во-первых, то, что я жил в Москве я многого добился сам. Ну, у меня нет никого, ни родителей. Ну, я 16 лет жил один. И как бы... Вы сирота? Ну, да. Мгм. И в Москве, ну, я многого добился, приехав там с сумочкой с маленькой, и, ну, там и квартира, и машина, все было. Просто в какой-то степени чуть-чуть не туда пошел. Что случилось? Ну, просто Не что- по той тропе. у вас своя квартира там была, да, вы купили? Была, да. Что случилось? Алкоголь, Алкоголь. да. Я не пил, вот уехал с Волгограда в Москву, 10 лет не пил, и потом, как-то, не знаю, так получилось. Нужны были деньги на алкоголь, и вы продали квартиру и так далее, или как? Ну, квартира была в ипотеке, ну, все Мгм. платилось, вот. Перестал работать, выпивать. Вот. Через алкоголь, да? Да. То есть до этого... Квартиру продали, ипотеку закрыли, там остаток остался, разница. Разница тоже, На алкоголь? да. Гулянки, алкоголь. И вот и уехали в Ярославль. И через В это... Ярославль тоже вот сначала вроде нормально все, а потом через там 4 месяца опять что-то у меня не срасталось. Ну, не знаю, сам. Тоже начали пить, да? Да. И вот я здесь. Смешно, конечно. Это До грустно. слез, да. Это грустно. Грустно, да. Ну, здесь, знаете, как бы жизнь прям вот так перед глазами вся та, которая была. Нельзя так делать. Да, нельзя. Здесь я осознал много. Например? Всю жизнь свою. Что жил неправильно, вел себя неправильно по отношению к семье, к своей жене. Что жил для себя. Все это у меня вот, каждый день в голове. Если бы вот я даже если бы сюда не попал бы, именно вот в лагерь, я бы до конца не понял бы. Почему? Вот, если бы с СИЗО вот просто меня, да, обменяли бы. Ну, потому что здесь, в лагере, ты уже осознаешь конкретно, кто хочет осознать это. Кто не хочет, вот, я, говорит, приду, заново пойду на войну. Многие это говорят между собой. Ну, есть там такие. Ну, и даже там отношения к самим, да, вот украинцам, там, как-то, там, называют тогда там хохлы, укропы, не знаю. Я считаю, неправильно. То есть их жизнь не научила, мне кажется. И не научит. Большинство не научило, да? И не научит. Те, что в лагере. Да. То, что они нам говорят на камеру, это в большинстве случаев неправда, да? Я думаю, что да. Я не могу как бы утверждать конкретно, по моему мнению. Вот так что я переоценил всю жизнь, будучи здесь. Кто-то из наших как бы зрителей может нам сказать, что в лагере там вас мучают здесь. Нет. Все нормально, отношения нормально. Да, нормально. Как вот для меня здесь как на срочной службе. Вот я был, да, практически то же самое. Чуть-чуть немного другое, смысл одинаковый. В армии на срочной службе обед, завтрак, ужин, работа, сон, все. Так же здесь. Ждешь своего часа просто. Хотите что-то сказать украинцам? Хочу просить прощения от всех
конкретно от себя, ну и в целом от всей страны, что так нельзя делать, как делаем мы. Россиянам Приходи. что-то хотите сказать? Не хочу. Не хотите, не верите в свою страну? Верить в себя надо.